Друзья, всем привет! Сегодня будем вязать капор с удлиненным воротником на шнуровочке. У него круглая макушка и капор связан жемчужной резинкой. Сейчас покажу, какие он имеет размеры. Вот, поближе вот так должно быть видно. 30 сантиметров, 25 сантиметров. Наверху у меня получилось 19 сантиметров. И отдельная деталь – это воротник. Вязать будем следующим образом. Из двух деталей капюшон будет состоять, из одной вот этой детали и в зеркальном отображении связанной такой же. Воротник будет тоже состоять из двух деталей. Вот здесь у нас будет шов, здесь шов, здесь шов. Воротник будем вязать, начиная отсюда, двигаясь сюда и убавляя тоже две детали с зеркальным отображением. И отдельной деталью будет кулиска. Здесь будет проденут шнур, который мы тоже свяжем на вязальной машине, но можно заменить и на готовый шнур. Я вязала из пряжи Alize Lana Gold 800 в одну нить. Выбрала эту пряжу, потому что, во-первых, она у меня просто была дома. Во-вторых, это пряжа самая, по-моему, распространенная, и любой человек сможет ее купить и связать из нее уже готовое изделие. Если вы хотите из другой пряжи, из какой-то люксовой, то вам придется пересчитать под свою петельную пробу или под свои размеры. Плотность у меня была 4,4 на обеих каретках. Я не написала плотность петельную пробу. У меня в 1 сантиметре было 6 рядов и, кажется, 3,3 петли. Соответственно, я перемножила, и у меня получилось 78 петель мы набираем для вязания капюшона. Довязываем до 108 ряда и потом начинаем закругление. Для того, чтобы у нас получилось закругление, нам нужно сначала убавлять редко, а потом все чаще, 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 чтобы получилось вот такое плавное закругление. Я здесь все расписала. Потом можете поставить паузу и, не знаю, переписать себе, например, или смотреть сюда. Ворот тоже набираю 32,032, но вообще я набирала 33 петли с одной стороны. Я потом в процессе работы расскажу почему. Для того, чтобы красивый край сформировался. Вяжем отсюда жемчужной резинкой до 162 ряда и начинаем убавки. Убавки я делала с периодичностью в каждом втором и потом в каждом третьем. То есть 2 ряда провязали, убавили, 2 ряда провязали, убавили, 3 ряда провязали, убавили. Тогда на жемчужке получится вот такой, он у меня сюда не помещается. Такой треугольный воротник. Переходим к вязанию капюшона. Я начну с бросовой нити. Выставляем иглы 39,039 из нашего расчета и делаем наборный ряд. Все как обычно. Ставим оттяжную гребенку. Здесь можно воспользоваться маленькой. Ставим грузики. Пусть вас не пугает их размер и вес. Оттяжка должна быть хорошей. Потом можно будет их поменять. Делаем, как обычно, мы делаем начало резинки. И теперь можно установить наши каретки на вязание резинки жемчужной. Внимание! Еще раз напоминаю, что я вяжу на Silver Reed SK 280. И, к сожалению, не могу сказать, как вяжется жемчужная резинка на бразере. Показываю так, как на моей машине. Здесь мы ставим на вязание пресса. Слева боковые рычаги устанавливаю на вязание чулочной вязки. Слева, справа боковой рычаг на вязание перфокарты. Меня недавно тут обвинили в том, что я кружочки называю кружочками, а треугольнички треугольничками. И не использую профессиональные термины. Я хочу сказать, что, во-первых, я не профессионал. Я просто самоучка, которая пытается такими же простыми словами передать таким же самоучкам
то, чему научилась сама. Это первое. Второе, кружочки, они действительно кружочки. И никак они по-другому не называются. Я не знаю термин, я знаю просто, что они вяжут чулочную вязку, а когда мы вяжем по перфокартам, мы включаем их вверх на, соответственно, треугольнички. Нижнюю каретку ставим на единички. Здесь ничего не меняем. Все, сейчас я провяжу начало, пока мы вяжем только бросовой нитью. Теперь меняем нить на рабочую, заправляем ее в челнок и, как по нашему расчету, мы вяжем до 108 ряда. Затем мы начнем убавление. Примерно на середине я груз уменьшаю и по бокам, по краям, то есть вешаю вот такие грузики. Вот я довязала до 108 ряда. По нашему расчету с этого ряда я начинаю делать убавки для закругления макушки. Я не буду делать фасонные убавки на жемчужной резинке, я просто не хочу в том месте делать фасонные убавки, и все. Я делаю просто убавление по краю. Беру для этого двусторонний декер, он же коромысло, и просто переношу крайнюю петлю на следующую, которая станет теперь крайней. И по нашему расчету, в тех рядах, которые мы рассчитали, мы будем делать убавки. Все, я довязала до 180 ряда. Теперь я меняю нить на вспомогательную и несколько рядов провязываю и снимаю полотно. Переходим к вязанию воротника. По моему расчету у меня выставление игл будет 32, 0,32. И вязать я буду прямо. И сначала убавки буду делать с этой стороны. Но почему здесь у меня 33 иглы? Я добавила сверху одну иголочку, чтобы у меня край был вот такой. Он мне, в принципе, кажется нормальным. С ним больше ничего не нужно делать. Довольно аккуратный. И поэтому я добавлю с этой стороны иголку. Все делаем точно так же. Также набросовую нить набираем и убавляем просто путем переноса. Фасонные убавки я тоже не буду делать. Потом мы просто сошьем этот треугольник сзади. И с передней части я это все покажу. Так, вот у меня осталась одна петля. Смотрим, что там получилось. Так, чтобы она у меня не убежала. Так, вот что у меня получилось. Получился вот такой треугольник. Так, в камеру вот так вроде помещается. То есть, что это будет? Это будет передняя часть, которая на груди. Эта часть будет пришиваться к самому капюшону. А это будет задний шов. Вот мои отвязанные детали. Это капюшон, это воротник. Сейчас я соединяю их лицевой стороной внутрь. И по вот этому краю я сошью. Это будет задний шов капюшона. Я навешу на машину его и на максимальной плотности соединю одним рядом. И потом закрою косичкой. Начинаем навешивать. Делаем это примерно таким образом. Соединяем вместе. И за крайние петли вешаем. Как-то так. Перед этим можно сметать капюшон, чтобы навешивание было более-менее равномерным. Но поскольку я лентяйка, очень сильно ленюсь. Можно вообще сделать вот так, немного натянуть и наметить себе точки. Так, вот я сняла сшитый капюшон. Единственное, что хочу сказать, я начала с 40-й петли справа. Советую взять вам петель на 20 раньше. Отсюда начинать, потому что мне не хватило игольницы и пришлось потом перевешивать полотно. Вот такой капюшон у меня получился. Вот такой шов. Это он еще не отпаренный, чисто только с машины. Здесь я петлю в петлю прям навешивала. И сейчас мы будем сшивать воротник и делать кулиску. Теперь я беру воротник, 2 детали.
соединяю их лицом к лицу по вот этой ровной стороне. Треугольные стороны у меня внизу оказываются. Навешиваю, то есть я сейчас навешу иголку прям петлю в петлю и сверху вторую деталь. Проведу один ряд на максимальной плотности на десятке и закрою петлеуловителем косичкой. Таким образом воротник у нас будет сшит. Все, я сшила часть воротника. Этот шов будет сзади. Вот эта часть, здесь у меня треугольник. Вот эта часть короткая, она будет пришиваться к капюшону. Вот эта часть будет снизу лежать на плечах в готовом изделии. А вот эта часть будет сшиваться. Вот я сложила два треугольника. Они будут сшиваться уже после. А сейчас я хочу сделать кулиску. Я беру свой капюшон. Вот он. Так, я его еще, правда, не отпарила. Вообще нужно швы отпаривать тоже. Но я сейчас хочу сделать немножко другое. Сначала я хочу подмерить, какого размера, какой длины кулиску мне делать. Я беру капюшон той частью, которая будет к лицу. И отмеряю от нуля, вот шов, от нуля до, вот, наверное, 85 у меня. Вот здесь у меня заканчивается. Если видно, должно быть видно. И кулиску я хочу сделать обычной кулирной гладью. Сейчас я наберу по 85 петель в обе стороны. Я связала 20 рядов обычной кулирной глади на плотности 6. И сейчас я ее буду навешивать вот так. То есть у меня получится как подгиб. И потом сюда же я навешу капюшон передней частью, той частью, которая будет к лицу. Все, вот сформировался у меня подгиб. Теперь берем капюшон и навешиваем его. Также распределяя шов с середины, вешаем на нолик, край на край, соответственно, и примерно распределяем. Все, я навесила капюшон, ура! Сейчас будем соединять его. Берем ниточку. Соединять будем вручную, потому что петли нужно делать крупными. И все как обычно, соединительным вот таким рядом. Петли делаем одинаковыми и покрупнее, вот примерно до сюда. Так до конца, и потом петлеуловителем также тут косичкой соединяем. Так, большая часть работы у нас уже сделана. У нас есть две детали, которые нужно соединить. Сейчас мы этим займемся. Берем деталь капюшона той стороной, на которой бросовая нить, вешаем на игольницу лицевой стороной к себе. Также распределяем от центра. Берем прям готовые петли. И их навешиваем петельку в петельку. Фух, наконец-то я навесила капюшон. Теперь берем наш воротник. Воротник берем короткой стороной, то есть треугольные части у нас остаются справа и слева, а короткая часть будет навешена на капюшон. То есть это будет шея. Опять же, точно так же, просто от центра. Вот он шов, тут легко его найти. Центр вешаем на центр. И распределяем вот край капюшона. А вот этот край, где начинается у нас убавление, вешаем сюда и точно так же распределяем
Потом мы все это соединим. Все, мы навесили 2 детали. Сейчас делаем соединительный ряд на максимальной плотности. Все, надеюсь, будет не стянуто. Надеюсь, этого будет достаточно. Теперь берем петли-уловитель. Соединяем все. И я хочу попробовать потом продолжить этот шов на треугольник, то есть на ту часть, которая будет у нас на груди. Хочу это сделать, не отрывая нити. Все, сейчас пока закрываем цепочкой. Так, ну пока по ощущениям получается не стянуто. Это будет понятно, когда я сниму вещь с машины. Я соединила, получилось не стянуто, нормально. И теперь я хочу одним же швом соединить вот этот треугольник, который у нас будет на груди. Берем, складываем 2 этих треугольничка. Также распределяем на игольницу одинаково, то есть соединяем прям уголок к уголочку. Все, и навешиваем, слегка вот так чуть-чуть растягивая. А ту петельку, которая от предыдущего соединения у нас осталась, мы ее повесим сразу же. Она нам пригодится еще. В нашу кулиску нужно сделать шнур. Вы можете купить готовый шнур в магазине, а можно сделать шнур из такой же пряжи. Сейчас я покажу, как это сделать. Выдвигаем 4 иголки, обвиваем их. Можно даже так дальше. Обвиваем, заправляем в каретку. На каретке у вас должны быть выставлены следующие рычаги на S и боковые рычаги здесь на кружок, здесь на треугольник. И у вас будет следующая картина. Придерживаем немного нитку. Справа, когда мы вяжем, вязаться не будет. Вяжем, когда проводим кареткой слева, провязываются все иголки. Так и должно быть. Шнур немного придерживаем, и в итоге у нас получается он вот такой красивый, одинаковый со всех сторон. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, мое видео было для вас полезным. Ставьте лайки. Мне это очень приятно и действительно мотивирует делать новые видео. Также оставляйте комментарии, возможно, вы мне подкинете какую-нибудь новую идею. Большое спасибо!